Добро пожаловать, дамы и господа, на подкаст «Сразу президенты». Сегодня, как вы успели заметить, эпизод ведет не Наташа, а Халацкий, ее муж. Сегодня мы поговорим о корпоративной культуре в США, рабочей культуре в США. Почему не Наташа? Потому что Наташа сказала: «Я устала, я ухожу». Это неправда, она не уходит, она просто устала. Я решил ей помочь, сделать подарок на день рождения и снять этот эпизод. Кому, как не мне, его вести, любителю сайберпанка, большого фаната Джонни Сильверхенда, который ходил в футболке Burn Corpo Shit. Вот. И, скажем так, с Наташей любителя подебатировать о американской культуре и о том, какая это высасывающая душу дрочня. Вот. С удовольствием с вами сегодня, конечно же, об этом и поговорим. Еще раз добро пожаловать. Начнем мы с баланса работы и личной жизни. И льгот. Ни у американских сотрудников нет льгот. Как и обязательного медицинского страхования, как и праздников оплачиваемых, как и до всего по сравнению с западноевропейскими странами. Например, по данным CDC, 76% американцев не имеют медицинской страховки. То есть те истории, которые вы видите в интернете про русских, которые приехали и сделали себе операцию на $45 тысяч по удалению аппендицита, это те люди, у которых нет вообще никакой страховки. Есть куча способов, как можно эти $45 тысяч или любую сумму reimburse, получить обратно, потому что это огромные деньги для любого мигранта. Но для этого нужно приложить усилия. И быть, скажем так, попросить, что не каждый человек может. И не у каждого есть, возможно, даже возможность попросить, если человек немой, например, он попросить не может, а операцию он сделал. Поэтому, да, немым иммигрантам. Тем не менее, стоит отметить, что малообеспеченные граждане часто защищены государственной страховкой, такими как Medicare и Medicaid. Около половины граждан США, 158 миллионов из 330, по данным статистики, пользуются льготной страховкой, обеспечиваемой США. Хотя многие думают, что процент это гораздо меньше. Что касается отпусков оплачиваемых, по статистике 23% сотрудников в гражданском секторе не имеют оплачиваемых отпусков. Вообще не имеют оплачиваемых отпусков. Я не имею оплачиваемых отпусков, работаю контрактником в Samsung. И как эти люди живут? Вот так. Когда ты хочешь поехать в отпуск, ты закладываешь эти свои, отпуска, в свои отпуска закладываешь то, что ты не заработал. Соответственно, твой отпуск примерно раз-два дороже получается, если ты один работаешь. Потому что ты проебал полмесяца, если на 2 недельки уехал к родственникам. Что не круто вообще. В то время как во многих европейских странах от 4 до 6 недель полагаются государством, и они оплачиваемые. В то время как в США большинство граждан, которые не имеют оплачиваемых отпусков, сосут. А для тех, кого они есть, как у Наташи, например, которая сидит вон там, но не здесь, отпуска все-таки, конечно же, есть. Не по европейским стандартам, но есть. И вот среди тех везунчиков, у которых есть отпуска, среднее количество отпусков отпуска оплачиваемого в год это 7,6 дней в году. Даже до 8 дней не дотянули.
То есть, как бы тоже не очень много. Объективно позор, как бы. Мы не говорим, конечно же, о всяких там матернити-ливах и прочей хуйни. Это у каждого штата по-своему, если что. Здесь нет общего федерального матернити-лива. Разрыв в льготах между сферами тоже заметен. В технологической сфере, в больших биг-тех-компаниях, как Amazon или Google, сотрудники могут получать 20-24, ну и больше, как договоришься, отпускных дней в году. Хотя сотрудники, контрактники, как я, которые работают в этих компаниях, могут получать примерно 0 отпускных дней, что очень мотивирует работать в компаниях больших контрактникам. Не мотивирует. Наташа в заметках, которые она мне предоставила, говорит, что отпуск – это work-life balance. Насколько человек продеформировался в корпоративной культуре, считая, что вот эта вот жизнь, скажем так, work-life balance, в слове life – это отпуск. Я так не считаю. Я считаю, что life – это когда ты ебучий ноутбук закрыл, на полку положил и пошел заниматься своими делами. И здесь все зависит сильно от команды, от компании, от менеджера и еще от хуй других важных факторов, как сколько осталось времени до сдачи проекта, на котором вы работаете, если мы говорим о бигтеке, или насколько сильно вреден у вас заказчик. Я знаю команды, которые приходят в 9, уходят в 6, закрывают ноутбук и вообще все в рот ебать после 6. Я знаю команды, которые не перестают работать никогда. То есть они уволились, а их все еще пытаются типа там позвонить. То есть как бы все зависит от того, в какой жопе ты оказался. Вот. А я знаю людей, которые получают отпуска по 3-4 месяца в году, проработав в компании 10 лет. Потому что вот такая компания. Одна из калифорнийских компаний. То есть очень все как на Диком Западе, как американцы любят. Пойди договорись. А work-life balance это не про американцев. То есть куча есть шуток, и как европейцы в Инстаграме и на Ютубе издеваются над американцами. И есть куча примеров, на Reddit я читал лично, когда человек работает в Европе, а штаб-квартира в Америке и босс в Америке. И, значит, происходит диалог между боссом, американцем и европейским сотрудником. И европейский сотрудник по европейским законам, потому что так и должно быть, он же работает в Европе, берет отпуска. А американец мне говорит: ты что, охуел? Какие 45 дней? Почему у тебя 45 дней в году? И человек просто недоумевает, как так можно? Насколько сильно его, например, обманывают или работодатели корпоративные. Вот. А европеец говорит: а я позвоню HR. И берет и звонит, пишет HR. А HR говорит: ваш босс долбоеб, потому что по нашим законам вам положено вот это вот все. И на год вы можете уйти спокойно в parental leave оплачиваемый по законам вот вашей европейской страны. А ваш босс может пойти на по законам его американской корпоративной культуры. Политика недискриминации – это очень интересная вещь. Это наш второй раздел, о котором мы поговорим. Потому что, возможно, Наташа записывала сценарий для этого видео до того, как пришел к власти наш любимчик, товарищ не будем, меня депортируют. Когда пришел президент новый, и многие компании стали переобуваться. Но они стали перебиваться, конечно же, по поводу diversity, DEI. Дискриминация все-таки есть. Хотя на моей работе недавно я услышал N-word, свой первый за 3 года. А всего лишь-то власти президента 2 месяца. Я скажем так. Печальненько стало. Это очень необычно. Я поговорил со своим боссом об этом. Но, скажем так,
Вы спросите, почему не зарепортил? Потому что я пуси. Наташа сказала, что она бы зарепортила. А я пуси, что ли, получается. Я подумаю. Я сказал своему боссу, что если я услышу во второй раз, то я зарепорчу. Когда я говорил то же самое про Мейсом и Ор, ты мне говорил, что нужно репортить сразу. Ты еще и пуси, дающие советы. Спасибо, Наташа, за ценный комментарий. Но дело в другом. Как говорят русские, когда ты копаешь под что-то, главное против себя не накопать. Потому что, общаясь, работая в токсичной компании, в которой я работаю, работая с токсичными людьми, я видел кучу, во-первых, примеров retaliation, когда с тобой из-за того, что людей в нашей конторе увольняют с не то что большим желанием, не будем об этом, почему, куча причин. Если интересно, могу отдельно видео рассказать. Но увольняют мало. А retaliation я видел минимум 3 человек. И retaliation это был не какой-то такой вот, какой-то в лоб. Он был не, скажем так, хитрый. Например, чувак работал с 8 до 2, или там, с 9 до 2, а у него рабочий день, он контрактер полный должен быть. Да? И он раньше уходил. Он пожаловался на того человека, который его докапывал, по моему совету. Я посоветовал ему пожаловаться. И теперь он работает до 6. Ну, блядь, мне было очень стыдно. Я ему сказал: братан, ты сделал правильную вещь, не нужно было терпеть, ты должен поставить его на место, сори, что теперь ты работаешь до 6. Ну, как бы, я могу, конечно, пожаловаться. Мне потом тоже как бы прилетит. И вот насколько это ужасно не было, но вообще это говорит о том, что, например, моя контора, она, во-первых, не американская, она именно корейская, со своей спецификой, хотя находится на территории США. То есть мы говорили про тех европейцев, у которых штаб-квартира здесь, а работают они здесь. Получается, как бы здесь наоборот. Культура, компания американская, а культура корейская. Вот. Соответственно, очень удивительная вещь такое, что понятие «крыса» у нас есть в компании. И понятие «слышануть по колесам» к тому, кто скрысил, ну, типа, это не то, чтобы какая-то неведомая вещь. Я думаю, что Наташа не даст соврать, что кому-нибудь вот пырнуть колесо, проколоть 4 колеса, в Амазоне не принято обычно, правильно? Вот. А у нас это как бы это обсуждается. То есть это не то, чтобы типа даже немыслимая какая-то вещь. Ну, то есть люди, возможно, могут пойти проверить камеры на парковке, где находятся. Понятно, что пока я не слышал, чтобы кто-то проколол. Но разговоры конкретно были, и люди ходили проверять камеры. Я помогал одному чуваку проверять. Исключительно интересно мне было, сколько камер на парковке. Просто вдруг что произойдет. Я сам никогда ничего никому не резал, сразу говорю, это неправда. Если кто-то говорит, он лжет, доказательств нет, потому что я этого не делал. Вот. Соответственно, говорим про политику недискриминации. Про N-word я уже рассказал. Блин. Это не просто just tea. Это tea с подливой. Я облился. С обливой, в смысле. Не с подливой, а обливой. Что? Политика недискриминации. Когда я приехал в США, мне говорили о том, что такое политика дискриминации. Ну, то есть, если ты девочка, у тебя есть джабуси, то ты легко попадаешь на работу, потому что американские большие компании сейчас набирают девочек побыстрее, чтобы заполнить эти льготные места. Что, само собой, неправда, потому что они это делают, вот эту вот политику дискриминации, для того, чтобы у всех людей были одинаковые права, чтобы устроиться на работу. И если ты девочка, а каким-то макаром долб***чар прислал тебе, добавил тебя в копию письма своему начальнику, что мы эту девочку не берем, потому что у нее
нет. Это большие бабки. За это можно не так эту компанию насадить. Вот, поэтому, если вы работать будете HR, никогда в такие письма не добавляйте в копию людей, которых вы собираетесь на работу не брать. Истории такие тоже были. Вот. Но вообще, это вот не дискриминация. Вы, любой человек, независимо от расы, пола, происхождения, откуда вы приехали, вашего возраста, можете с любым другим человеком соревноваться при устройстве на работу. И здесь главное ваш скилл, ваши hard skills, soft skills и то, какой вы, соответственно, человек. Не в смысле, какой вы человек по полу, а в смысле, какой вы человек как сотрудник. А если вы плохой сотрудник, то вас не взяли не потому, что вы белый, русский, а потому, что вы плохой сотрудник, к сожалению. Бывают случаи в маленьких конторах, когда могут вас не взять, но они вам никогда этого не скажут. Потому что если не скажут, ну как бы им пиздец, вы их на бабки нагреете, если вам это сказали. И еще есть, опять же, в официальной переписке кто-то вам ляпнул. Во время собеседования или во время заполнения вакансии, да, когда вы отправляете заявление на подачу на работу на веб-сайте каком-нибудь, или на сайте компании, или на LinkedIn, или еще где угодно, вас могут спросить о вашем поле, о вашем происхождении, являетесь ли вы ветераном, являетесь ли вы disabled, ну, инвалидом, если так правильно говорить, я не знаю, как у русских сейчас принято, недееспособным, принадлежите ли вы к каким-то этническим меньшинствам. И это все не обязательно. То есть вы можете везде не указывать ничего, они просто это используют, они, в смысле работодатели, это используют для того, чтобы статистику по того, кто подается на работу, кто к ним приходит на работу и так далее, собрать и отправить ее в государственные органы и для себя. Для того, чтобы понять, насколько у них состав рабочий меняется. Правильно? Важно понимать, что инициативы по разнообразию направлены на то, чтобы уравнять шансы и создать равные возможности, а не предоставлять кому-то необоснованное преимущество. Ферштейн? Так что не тут мне говорить, что вас не взяли работу, потому что вы мальчик, а девочку взяли, потому что она девочка, и Amazon набирает девочек теперь. Нет, просто она готовилась к интервью, а ты играл в доту. Или в танчики. И par example не делал. И star example не делал. А хули ты делал? Одному тебе, известно. А твоя жена, до 6 утра эту хуй конч. Что? Я про себя что говорю, вы что думаете, я про кого другого? В первую очередь про себя. Я устроился на интервью, в смысле, я устроился в Samsung за 15 минут, я не буду вам врать, 15 минут мое интервью занял. Наташа, не спи, 8 или 9 часов интервью общей сложности. Из них 6-часовая панельная. 6 часов? 6 часов панельная. А? 6 часов всего и 5 часов панельная. Да? Да. 6 часов всего и 5 панельная. И не та панель, о которой ты подумал. А вы что думаете? Регулирование трудовых отношений и роли HR. Вот в скрипте написано, что, вот читаю, вот для вас. Сотрудники имеют право сообщать о любых проблемах на рабочем месте, включая случаи домогательств или дискриминации, без страха возмездия. А что тогда 8 часов вместо 6 или 4 я в порезанных шинах? Ну, видимо, эта вся хуйня не работает на все компании в США, а только на самые модные, типа Амазона. То есть, когда люди все в компании играют по правилам, это работает. А когда часть компании играет не по правилам, это не то чтобы до конца работает. Я больше чем уверен, что если я пойду сейчас и напишу в HR заметку о том, что все произошло, думаю, чуваку что-то будет, да? Но если его не уволят, у меня, возможно,
порежут шины. Возможно. И я не уверен. И, соответственно, давайте посчитаем, сколько стоит моя жалоба. Ну, минимальный урон представляет 10 тысяч долларов. То есть возмездие 10 тысяч долларов. И это, конечно же, felony, скорее всего. Вряд ли это будет misdemeanor. Felony – это уголовка, а misdemeanor – это административка. Наверное, это уголовка. Минимальная, конечно. Но поди докажи. Потому что камер на парковке не было. Я проверял. Вот. Опять же, к чему я говорю все это? То, что да, я больше чем уверен, что нужно жаловаться. Это нормально. Вот это вот не жаловаться, это российская и корейская а корейские и российская культура, они корпоративные, они довольно близки, к сожалению. Поэтому мне Samsung не нравится. И как бы не все работает так, как вы хотите иногда в США. Но я больше чем уверен, что это американская компания, и я пришел бы, написал заявление, с чуваком бы что-то произошло. Что было бы потом down the line, как говорится, со мной или с ним же, не знаю, что-то да было. Проверять я подумаю. Может, когда у меня шины затрутся, все равно менять надо будет, я обязательно это сделаю. Вот, потому что я не думаю, что он перестанет быть расистом. Я подумал, что я все вот читаю Наташин скрипт и рассказываю вам, что она хотела бы услышать, но меня постоянно уводит на другие вещи. А давайте-ка я разок вот чистогоном скриптика ебану, чтобы вам вот, что Наташа хотела вам сказать. Не я, что я хотел вам сказать, а Наташа. Соответственно, давайте поговорим о регулировании рабочих отношений с помощью HR и роль HR в корпоративной культуре США. В рабочих процессах США роль HR нельзя недооценить. Ну, то есть, как бы, если вас назвали плохим словом, если до вас домогались, если ваш коллега вас заебал, и не просто в смысле он занудный, а в смысле он вам мешает жить, он, например, сильно-сильно воняет, и вы не можете работать. Но он просто, то есть вы приходите на работу, а он как токсичное болото. Ну, невозможно находиться рядом с ним. Вы, конечно, можете поговорить с боссом, но если вас босс не может, скажем так, вас выручить, купив тому мыло, то вы можете поговорить с HR. И HR решает эти вопросы. Соответственно, что будет с человеком, решает HR. Он как бы судья компании, этический, который руководствуется кодексом трудовым. И вы можете ожидать то, что, обратившись к HR, вы будете защищены от возмездия. И возмездие запрещено как бы законодательно. И каждый год все обязаны проходить тренинги многочасовые, где вам рассказывают все это, про кучу всяких вещей, связанных с HR, в том числе и про retaliation, возмездие, и про оскорбление, и какие-то апдейты к законам, и вы должны тест пройти. И пока вы его не пройдете, тест, там 80-70% ответов правильно вы не ответите, вы должны это сделать так или иначе. Поэтому, то есть просто промотать это нельзя, нужно смотреть. Либо нужно знать ответы заранее. То есть вы уже в прошлом году посмотрели и запомнили. Вот. Так что да, как бы слушайте кодекс вашей компании, этические законы вашего штата, и у вас все будет чики-пуки. Но я больше чем уверен вам, что N-word говорить нельзя нигде, даже в самом отбитом штате. Вот. Будет ли там у вас наказание, если вы это скажете? В большинстве штатов будет. В каких-то самых отбитых и маленьких компаниях, может, и не будет. То есть мы сейчас говорим все про корпоративную культуру. Мы не говорим про базарную культуру, где тебя могут хуй положить. Вот. Мы говорим про корпоративную культуру в корпорациях, компаниях среднего звена. Мы не говорим про LLC, хуй соси. Мы говорим про Amazon, Google и
компании, где хотя бы 200, 300, 400 человек работают, что по меркам, кстати, Америки это стартап, можно сказать. Вот. Но несмотря на... Также важно очень понимать, что считается оскорбительными комментариями, которые нельзя отпускать на работе, да? Что это? Ну вот, например, вас мужчина дружески шлепнул по попе. Ну, дружбан ваш на работе. Казалось бы, бывает. Сладкий пирожок. Чего обижаться, правильно? А прошел у вас на работе, значит, гей, да? Ваш коллега. А вы не знаете, что он гей. Потому что лично вам он не сосал. И вы ему тоже не сосали. Потому что это на работе делать нельзя, наверное. Вне работы можно. Я не пробовал, по крайней мере. Вот. А он обиделся, потому что считает, что это ненормально. И он может пойти и написать заявление в HR, что он видел, как один человек домогался до другого. И, например, в Амазоне, думаю, нормально, потому что в Амазоне есть правило, когда ты не можешь видеть, что происходит нарушение этического кодекса, и стоишь в стороне. То есть, если будет разбирательство, и люди знают, что ты видел, как кто-то кого-то трогал за попу на работе в кафетерии и ничего не сказал, может и прилететь. Да, Наташа? Она кивает. И мне попу-то трогали на работе. Было пару раз. Вроде друг другом, а пирожок пирожком. За ваше здоровье. Наташа, работая в нормальной компании, она процветает в западной идеологии. Да? Ее понимание, непонимание, даже ее среда, ей позволяет расти. Да? Среда, в которой я нахожусь, токсичная, может и меня деградировать. Поэтому я такой, К чему я все это? А к тому, что среда, в которой вы находитесь, в корпоративной среде американской, она может вас и помогать вам расти, будучи нетоксичной, да, что вы не думали об этом, а может и вас погружать в плохое состояние, как будто вы никуда не уезжали, будучи иммигрантом, правильно? А вот как дома. То есть, если вам хочется как дома, советую идти работать в Samsung. Вот. А если вы хотите работать как не дома, советую идти работать в американскую компанию, где у вас все будет по-американски. Это сильно влияет. Соответственно, если вы идете работать в компанию, где одни индусы, только исключительно, готовьтесь к тому, что вы через какое-то время будете говорить мадарчот, что означает мазафакер по-индусски. И вы будете есть карри, и будете знать разницу между северной кухней и южной кухней. А если вы не будете есть индийскую кухню, то вы мадарчот, вот, скажем так. Но делать ничего с вами не будет, вы будете как Наташа. Люди будут смотреть на нее и думать, что с тобой не так. Вот. Она, Наташа, индийскую кухню не переваривает. Вот. Будут вас постоянно спрашивать, что ты будешь есть? Что нам такого предложить тебе, чтобы ты поел уже? Не оскорбляй нашу кухню. Жри. Хороший топик из ее скрипта, который можно резюмировать все это дерьмо. Несмотря на существующие правила, исследование 2023 года показало, что больше 50% сотрудников, работающих в корпоративной среде, были либо свидетелями того, как нарушался этический кодекс, либо сами были теми людьми, в сторону которого этот этический кодекс нарушался. То есть, кого называли каким-нибудь понаехавшим, например, вот, или N-wordом, например, Но мне кажется все-таки, что N-word это уж прям совсем перебор. Все-таки даже вот сейчас. Это прям вот в последнее время такое заметил, когда, это, знаете, как усиление расизма во времена первого срока Трампа, когда народ чувствовал, что если ему можно, чем нет, нельзя. Только они забывают, что
Трампу с 33 как бы фелонами, филатусами, фалосами, с 33 фалосами можно стать президентом, а вам только с одним фалосом и не президентом, и уволить с работы, и в жопу засунуть его. Вот. Планы по улучшению производительности и безопасности работы. Че? Я не знаю, что это такое. Давайте почитаем. Писюна понюхали. Это когда вы писюна понюхали и плохо работаете. И, например, вас могут поставить на перформанс-ревью. Что это означает? Это технически, вот, типа, к тебе приходит, ну, как бы, начальник и говорит, что ты работаешь, собирай свои манатки и уеб. Так обычно не работает. Обычно к тебе подходит начальник, говорит, давай пройдем в переговорку на 30 минут. Я снял переговорочку, забронировал, поговорим. И вы приходите и разговариваете о том, как вы работаете с начальником. И начальник говорит, давай-ка мы вот 2 месяца тебе дадим, чтобы ты сделал вот это, показал, что ты ценный сотрудник, и потом мы посмотрим, стоит ли тебя оставлять в компании или нет. И если вас хотят оставить, вам дадут вменяемый план. А если вас не хотят оставить, вам скажут, тебе нужно лопатой разобрать гору Эверест за 2 месяца. Пизду делай. Вот, вы, само собой, Наташа, что вы можете сделать в этой ситуации? Можете дебейт этот таск, говоря, что он неподъемный? Можно. Можно. И как вы это сделаете? В Амазоне есть evaluators. Типа можно попросить из другого отдела эвалюатора, который оценит, реалистичный ли этот план на вашу определенную должность и ваш уровень. А элевейтор-то не предвзятый или предвзятый? Но если он из другого отдела, его рандомно назначают. Его назначают рандомно, как Сложно присяжного. подкупить. Его сложно подкупить, потому что не знаешь, кто это. Вот. Соответственно, у вас есть время поработать над собой, взять себя в руки и как бы подтянуть пояс, перестать драть и начать работать. Времени у вас, конечно, от 2 до 3 месяцев, как я понимаю, в среднем. И тогда уже будет решаться ваша судьба. Например, в Амазоне около 6 сотрудников из 100, то бишь 6%. Например, в Амазоне около 6% ежегодно попадает под этот перформанс-план. И какая-то из них часть уходит. И им машут ручкой. Наташа, ты когда-нибудь махала кому-нибудь ручкой по перформанс-плану? Кто ушел? Да. Да, у меня прямо с моей команды одного коллегу несколько месяцев назад вот так уволили. А еще сейчас из партнерской команды как раз вот вчера общалась, человек сказал, что через 2 недели уходит. Но перформанс-план немножко может затянуться на где-то полгода, но да. Ну, земля им как бы пухом помянем. Ладно, не будем так говорить. Чё эти европейцы, вопрос, так едут в США, если им вот эта вот вся Европа нравится, правильно? А я вам скажу почему. Потому что они посмотрели, сколько зарабатывают люди в США в больших компаниях, в корпорациях. И когда они видят эти цифры и видят, сколько налогов мы здесь платим и сколько они налогов платят, они такие... А может, и нахуй эти выходные нам не нужны? Может, я поработаю лет 10 в США, потом обратно уеду в Европу с заработанными бабками. И, ну, так-то они, конечно, правы. Деньги тут платят хорошие. То есть человек, разработчик со стажем там 7-10 лет может спокойно зарабатывать 300+. Это как бы абсолютно нормальные бабки. В Сиэтле, Калифорнии, Нью-Йорке. А что европейцы, вы скажете? Вот типа, слышали вы, наверное, может, какие-то истории о том, что европейцы переезжают в США. При всем при этом. Зачем они это делают? У них же 2-3 недели гарантировано, 4 недели, 45 дней во Франции гарантировано отпуска оплачиваемого. Матернити лив, патернити лив. Бабушка
лиф, какой угодно, как хотите, так называйте. Что хорошего в корпоративной культуре США? Во-первых, деньги. Поэтому европейцы сюда едут. Они едут сюда, они покупают свои сайбертраки, они продают душу Илону Маску, Безосу, но при этом живут хорошую жизнь. Что еще хорошего? Я видел много людей в возрасте 55-65 плюс, которые до сих пор работают, и некоторые из них пришли в профессии, связанные с IT, совсем недавно. Какой-нибудь тестер. Чувак, 60 лет, он тестер. До этого он работал тестером в другой компании год. То есть для него карьера заново началась. Он никогда не работал в IT. Он просто закончил курс, его взяли на работу. Нет никакой, опять же, дискриминации по возрасту, как я до этого и говорил. Что еще приятного? Пиццу можно получить иногда бесплатно. Кто-то приносит на работу. Но это, подождите, но это есть и в других странах. Тогда на этом как бы список приятного как бы и заканчивается. Ну да. Но это все шутки шутками, конечно, про пиццу. Но пицца есть. Пицца есть. На самом деле хорошего тоже достаточно. Компания позволяет тебе расти горизонтально. Ну, компании в США, большие компании позволяют тебе расти горизонтально. Менять компанию, в смысле менять команду одну на другую, без потери в зарплате. Попробовать себя в новой роли, если у вас есть квалификация, если прошли, конечно же, интервью, которое проще, значительно проще, чем если нашли бы заново. Потому что классическое американское интервью – это час, полчаса с HR, час с хайринг-менеджером и еще 3-5-6 часов панельного интервью, где это сущат, где вы берете выходной день, потому что вы не можете работать в этот день. И если вас послали нахуй и не взяли на работу, то вы, как я, проебали один выходной, который не оплачивается. То есть мало того, что вас послали нахуй, еще и минус бабки, если вы работаете контрактником. А если вы не работаете контрактником, то вы просто один выходной ***ли и грустинку заработали. Вот. Вы можете учиться за счет компании довольно неплохо. Я за счет Samsung много чего научился, справедливости ради. Как бы. И не только мы говорим о музыке, и других скиллах, которые я приобрел, работая в этой компании. Вы чувствуете себя защищенным, если вы не работаете в Samsung. Вы чувствуете себя на работе тем, что вы всегда можете обратиться в HR, если что-то не понравится. Справедливости ради, я все гоню на Samsung, но если бы я был full-time в Samsung, была бы другая история, с слегонца. Но это другая история, так как я не full-time. Своей компании, где я работаю, контрактником, меня никто не обижал. Так что, как бы, грех жаловаться. Просто я знаю, что люди, которые внутри Samsung работают, они там что-то делают, да, друг с другом. И они там до сих пор не уволились. Это их дела. Я как бы в чужой монастырь с уставом не лезу. Хотя у них есть тренинги, как работать с контрактниками. Справедливости ради, я сам себя тоже в обиду не даю и могу неплохо за себя постоять. Вот. Так что у нас со всеми токсичными чуваками как отношения, как это называется, hate-love relationship. Только love нет, просто есть hate. Вот. Я не теряю надежду их поменять. Как там говорится, я исправлю ее, знаете, в токсичных отношениях. Я могу ее вылечить. Также я пытаюсь их вылечить. Потому что, как сказал мой босс, у всех людей хорошие намерения. Они не могут быть злыми. У них просто вот эти вот хорошие намерения, скажем так, не из того места растут. Вот. Можно их вылечить, выпрямить, поднять бутылки, вытащить бутылку. Или, в общем, вы поняли. Что хочешь сказать в заключении? В заключении можно сказать, что я больше чем уверен, что если бы вы работали в корпоративной культуре в США, переехав из России, и ваша первая работа была бы в Амазоне или в Гугле, вы бы Вот, это первое. Вот. Думаю, я и Наташа в хорошую сторону, само собой, поначалу. Это ж потом случилось, что она заставила разохуеть обратно, но поначалу вы
В основном, как здесь отличается в лучшую сторону. Вот. Если вам повезет с менеджером, ваша жизнь будет вполне себе вольготная, вы будете зарабатывать неплохие бабки, у вас будет время тратить на свою семью, друзей, у вас будет время для того, чтобы расти, развиваться и как бы получать еще больше. Но если вам не повезло с менеджером, то как бы вам надо увольняться. Ваш капитан очевидность. Нужно двигаться дальше, искать компанию, и искать рабочее место новое. Не исходя из того, что я хочу быть экс-специалистом, а я хочу работать в экс-компании, потому что мне нравится их корпоративная культура, из-за того, что я посмотрел видео Наташи Ви о корпоративной культуре в Америке, в Амазоне. Но если вы посмотрите это видео, скорее всего, нигде не захотите в США работать, что неправильно. На самом деле есть куча хороших компаний. И если бы здесь была Наташа, думаю, она говорила вам немножко другие вещи. Но потому что Burn Corpo Shit, я говорю вам свое мнение. Если у вас есть вопросы, пишите комментарии, пишите их в комментариях и пишите комментарии. Свой личный номер телефона не дам, поэтому не звоните, как мой босс звонил, писал. Уважение и респект. Peace. До следующих встреч.